Несколько дней назад Colossal Biosciences порадовали общественность массой новостей по текущим проектам клонирования. А именно, главная новость: нас ждет идентичный клон телоцина со стопроцентным оригинальным геномом до последнего теломера. Сегодня мы обсудим, как им это удалось, а также прорыв в клонировании МОА. Немного узнаем про очередность проектов и о многом другом в этом выпуске. Добро пожаловать на канал, где я развлекаю себя сама, а вы можете наблюдать за этим, если, конечно, хотите, и где я делаю видео и просто надеюсь на лучшее. Пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии в поддержку канала хотя бы от 16 слов. Меньше недели назад CEO Colossal Biosciences Бен Лэм появился в эфире Fox Business и вкратце рассказал о бюджете проекта по клонированию мамонта. На данный момент это в диапазоне от 20 до 30 миллиардов долларов. Инвесторы имеются, но проект настолько сложный, что у него все еще идет подготовка. Поэтому официальный сбор, по словам Бена, пока не открыт. Про все, что связано с проектом, мы с вами говорили в этом видео. К числу инвесторов, кстати, примкнул Крис Хемсворт. И не только он, кстати, а также его братья Лиам и Люк Хемсворты. Напоминаю, что среди инвесторов сейчас Питер Джексон, режиссер «Властелина колец», автор «Игры престолов» Джордж Р.Р. Мартин, Том Брейди, Тайгер Вудс и многие другие медийные люди. Еще Бен отметил научную и медицинскую важность проектов. Кто-то спросил, зачем собирать столько денег на это? Не лучше ли потратить их на борьбу с раком? Ну, это напрямую помогает в борьбе с раком, верно? И поэтому мы продумываем каждое решение, которое принимаем, с точки зрения создания ценности для наших акционеров и влияния на мир. Именно поэтому мы открываем исходный код всех технологий для сохранения биоразнообразия и вдохновляем новое поколение. Но ни одна другая компания не объединила в себе ИИ, вычислительную биологию, генную инженерию и биологию развития, о которых большинство людей даже не задумывается. Клонирование, все, что связано с клетками, работа с эмбрионами. Верно. Никто, кроме нас, не объединил все это. И все разрабатываемые нами технологии, которые применяются для изучения ужасных волков, имеют прямое отношение к здравоохранению. Телоцин. Да-да, если кто не знал, из-за конвергентной эволюции у телоцина появились черты, свойственные как тигру, так и волку. Так вот, в одном из последних интервью каналу Brave Wilderness Colossal рассказали, что им удалось проработать эталонный, стопроцентный геном телоцина, вплоть до последнего теломера. Это значит, что вскоре мы получим идентичное, 1 к 1, ровно то самое вымершее животное. Также сотрудники Colossal подчеркнули, что геном телоцина – это самый полный геном среди всех вымерших видов за всю историю. Я когда смотрела, была в шоке. Ничего себе, живем в исторические времена. Тоже об этом подумали, а? Как так вышло? Время и везение. Во-первых, телоцин вымер совсем только что, по меркам вымирающих видов. Последнее животное умерло в зоопарке Хобарта в Австралии в 1933 году, то есть всего 93 года назад. Но до этого был полностью истреблен человеком еще к 1930 году. Во-вторых, количество относительно свежих останков этого животного за 93 года было сохранено масса в музеях, причем некоторые из которых хранились не в формальдегиде, как это принято, а почему-то в этаноле. Это огромная удача. Почему? Дело в том, что такой способ консервации сохранил генетический материал телоцина буквально почти в первозданном виде, поскольку спирт бережно обезвоживает ткани и не разрушает молекулярные связи, в отличие от формальдегида, который намертво склеивает белки и делает ДНК нечитаемой. Тем самым этанол позволил Colossal Biosciences извлечь длинные, не сшитые фрагменты ДНК и крайне хрупкую РНК. Еще одна огромная удача подарена самой природой. Напоминаю, что детеныши любых сумчатых рождаются крошечными, большинство буквально размером с рисинку. А это значит, что проблема вынашивания из-за разницы размеров не стоит. И это даже при том, что ближайший, ныне живущий родственник, который и будет задействован для клонирования, это толстохвостый донард, сумчатая мышь. Она относится к тому же семейству хищные сумчатые, но весит порядка 20 грамм, тогда как телоцин весил в среднем от 13 до 20 килограмм. И это поразительно, если задуматься. Методика клонирования уже классическая для Colossal – это редактирование генома. В данный момент идет редактирование генома, а вскоре результат будет передан команде, работающей непосредственно с клетками. О сроках получения первого детеныша говорить пока рано. Но, скорее всего, самым первым клоном, которого мы увидим по понятным причинам, будет телоцин. Гигантский МОА. Также случился мощный прорыв в клонировании МОА. Не ожидали? Я проверяла, смотрите ли вы все еще.
Во-первых, Colossal определились, что преобразовывать в Моа будут именно страуса Эму. Вы еще здесь? У них ведь есть крылья, а у гигантских Моа их не было, верно? Верно. Одна из уникальных особенностей Моа в том, что у них полностью отсутствовала структура крыльев. Итак, вы собираетесь изменить генетику Эму, чтобы получить гигантского Моа. А у этих гигантских Моа будут маленькие-прималенькие крылышки? Нет, мы полностью удалим крылья. Вы можете это сделать. Можете выбрать вариант без крыльев. Да, боже, какие классные лапы. У гигантского Моа есть 4-й коготь на задней лапе, из-за которого он похож на тираннозавра. Ага. Но вы ведь генетически удалите этот коготь. Или у ваших гигантских Моа будут более гладкие задние лапы, вот так. Мы планируем вернуть коготь на место. Уже проработан процесс, в котором для начала возьмут так называемое пустое яйцо Эму с удаленными из него зародышевыми клетками, которое хоть и недостаточного размера, чтобы там мог развиваться птенец Моа, напоминаю, что рост Эму около 1,7 метра, а некоторые Моа доходили до 3,5 метра, но все же такого яйца будет вполне достаточно, чтобы запустить процесс эмбрионального развития. Далее эмбрион перенесут в то самое созданное Colossal искусственное яйцо. Как вы помните, в этом видео мы обсуждали искусственное яйцо, разработанное Colossal, и они напечатали уже такое специально для Моа, просто посмотрите, насколько оно гигантское. Но первыми полученными птицами будут не Моа, а 2 Эму, самец и самка, у которых заменят их ППК, первичные половые клетки, на созданные Colossal ППК гигантского Моа. Так, что в результате спаривания этих 2 Эму в новых яйцах, отложенных самкой, будут эмбрионы не Эму, а уже Моа. И пока эмбрионы маленькие и не превысили размер яиц Эму, их сразу же пересадят в те самые специально изготовленные гигантские искусственные яйца. Подробнее про ППК, почему раньше невозможно было клонировать птиц и яйцекладущих вообще, и какого уровня это биоинженерный прорыв, мы тоже уже говорили в этом видео. И в конце выращенных Моа выпустят домой в Новую Зеландию. Colossal Biosciences подчеркнули важность проекта, потому что многие новозеландские растения пострадали из-за того, что Моа вымерли. Нарушился баланс, а с появлением Моа он восстановится. Тем более, что его экологическая ниша еще не занята, а животные-современники, с которыми они сосуществовали в балансе, тоже все еще живы. Дронт, он же Додо. Проект Моа планирует реализовать до дронтов, чтобы отработать процесс, ибо в случае с дронтами разница размеров стоит еще острее. Дронты – крупные птицы, а их ближайшие родственники, которым будут менять ППК – никобарские голуби. Яйца этих голубей совсем крошечные. В целом с Додо процесс будет проходить аналогично Моа. Сроки реализации проекта зависят от сроков успешного завершения проекта по Моа. По понятным причинам теперь эта технология будет решать проблемы с возрождением вообще любых яйцекладущих видов. В том числе у Colossal анонсирован проект по пополнению биоразнообразия калифорнийских кондоров, которые в данный момент находятся на грани вымирания. Еще Colossal с гордостью рассказали в который раз и показали свое хранилище геномов видов, и о том, что оно значительно пополнилось, и они работают каждый день над тем, чтобы сохранить геномы всех существующих видов, в том числе ряд живых клеток, из которых животных можно будет клонировать сразу и быстро, не тратя время на работу с ДНК. А кого еще из вымерших птиц вы хотели бы увидеть в проектах клонирования Colossal Biosciences? Пожалуйста, пишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр, по возможности будем следить за новостями и скоро увидимся с вами снова. Пожалуйста, посмотрите еще вот это очень недооцененное видео.